Впереди много праздников, а моя дочурка давненько не делала мне сюрпризов. Эх, вот бы она выучила что-нибудь на гитаре, или спела что-то, нарисовала или сделала что-нибудь своими руками. Хорошо, что один из наших зрителей попросил сделать подарочную коробочку. Вот сделаю ее и намекну дочке, что пора сделать мне подарочек своими руками. А в коробочку я положу, пожалуй, конфеты, потому что я очень люблю сладкое. Всем привет, вы на канале Like TV, и сегодня мы делаем красивую коробочку для сюрприза. Если вам нравится такая коробочка, и вы, как я, любите конфеты, то лайкайте это видео. А не любите конфеты? Ну, тогда ладно, не лайкайте. Но я в такое не верю, кто же не любит конфетки? В общем, поставьте лайк в любом случае, подписывайтесь на наш канал и жмите на колокольчик, потому что самые интересные видео еще впереди, а вы же не хотите пропустить что-то интересное. Ну а мы начинаем делать нашу коробочку для подарка. Нам понадобятся два листа формата А4. Один лист мы взяли с красивым узором для внешней стороны коробки, а внутреннюю часть сделаем из однотонного листа. Начнем сначала складывать внешнюю часть. Кладем лист тыльной стороной и с помощью карандаша и линейки делаем метки, чтобы потом согнуть листок, поделив его на 3 равные части. Отметки делаем с одной и с другой стороны листа. Теперь, ориентируясь на наши метки, сгибаем лист. Сначала правый край к дальним от него меткам. Затем левый край аналогичным образом сгибаем к дальним от него меткам. Разворачиваем лист и сгибаем его пополам. Опять развернем лист. И теперь, подтянув к средней линии верхнюю правую половину, заглаживаем сгиб, но только до линии, отделяющей треть листа. Повторяем наши действия с левой верхней стороной. Затем все то же самое делаем с нижними правой и левой половинками листа. А пока я это делаю, ответьте мне на вопрос. Он сейчас появится вот тут вверху. Итак, вопрос. Скажите, вы дарите подарки, сделанные своими руками? А чтобы ответить на этот вопрос, нажмите на него. А мы тем временем продолжаем. Сгибаем правую треть листа пополам. Фиксируем место сгиба. Затем левую треть мы также сгибаем пополам, соединив край с линией сгиба. Совместив вот эти два края, мы заглаживаем полученный уголок. Аналогичным образом мы поступаем с остальными 3 уголками. Друзья, все сгибы тщательно заглаживайте, чтобы ребра и углы будущей коробочки получились красивыми и четкими. Дальше мы, ориентируясь на края полученных углов, загибаем нижнюю сторону и заглаживаем место сгиба. Точно так же, ориентируясь на края углов, загибаем верхний край вниз. Полученную заготовку поворачиваем боком и раскрываем полученные складки. Верхние уголки мы, немного отогнув, проталкиваем в середине поделки и фиксируем в таком положении, загладив места сгибов.
Отогнув нижние уголки, мы еще раз тщательно проглаживаем сначала боковые складки. Затем, согнув модель пополам, проглаживаем сгиб. Нижнюю треть мы также хорошо заглаживаем. Раскрыв боковые складки, также заглаживаем верхнюю треть. Все это мы делаем для того, чтобы края у коробки были четкими и ровными. Опять свернули нашу заготовку. Воспользовавшись диагональными линиями сгибов и потянув за край в сторону, наконец начинаем формировать крышку коробки. Заглаживаем диагональные сгибы. Переворачиваем модель и опять, используя диагональные сгибы, формируем вторую часть крышки. Вот такая у нас заготовка внешней части коробки в итоге получилась. Пока отложим ее и займемся внутренней частью коробочки. Снова делаем метки, чтобы согнуть лист, поделив его на 3 равные части. Будьте внимательны, последовательность сборки внутренней части отличается от внешней, но пока все точно так же. Подтягиваем один край к дальним от него меткам. Заглаживаем сгиб. Второй край тянем также к дальним меткам и фиксируем место сгиба. Затем, как и раньше, сгибаем лист пополам. А дальше схема начинает отличаться. Вот с этой линией сгиба соединяем верхний край и заглаживаем уголок. Точно так же заглаживаем второй уголок. Разворачиваю наш лист и теперь правую треть его сгибаю пополам. Опять загнем наш лист на 1/3 и повернем. Загибаем край к вот этой линии сгиба и формируем уголок. С другой стороны симметрично формируем такой же угол. Теперь, ориентируясь на край угла, аккуратно делаем сгиб и заглаживаем его.
Симметрично, ориентируясь на уголок, заглаживаем второй край. Раскрываем полученные складки. Подтянув край к вот этой линии, делаем еще один уголок. С другой стороны точно так же формируем еще один угол. Заглаживаем и часть листа с полученными уголками опускаем вниз. Перевернув заготовку на другую сторону, я загибаю края, используя сделанные ранее линии сгибов. Сначала один край, затем второй край. Хорошенько заглаживаем линии сгибов. Чтобы получить четкие ребра, мы сгибаем сначала верхнюю часть листа и проглаживаем. Затем также сильно проглаживаем среднюю линию сгиба. Разворачиваем складки и, перевернув лист на другую сторону, мы начинаем формировать внутреннюю часть. Оттягиваем карман и, нажав, проглаживаем диагональные линии сгибов. Поднимаем модель и загибаем боковые края назад к тыльной стороне нашей внутренней части коробки. Наша заготовка внутренней части полностью подготовлена. Давайте теперь соединим обе части вместе. Вот этот край внутренней части мы вставляем в складку внешней части коробки до упора. Проверяем, что внутренняя часть полностью уместилась внутри внешней. Теперь мы завершаем формировать коробку, вставляя нижние края в складки внутренней части коробки и таким образом окончательно скрепляем обе части. Все, наша классная коробочка для сюрприза готова. Теперь осталось положить в нее конфетки. Мои любимые конфетки. Ням-ням. Вот и все. А украсили коробочку красивым бантиком. Какая все-таки красивая коробочка у нас вышла. Кстати, если кому-то интересно, вот такие отличные коробочки для игрушек и карандашей мы тоже делали на нашем канале. Можете их посмотреть, ссылки я оставлю в описании. Если вам понравилась коробочка, ставьте лайк и, конечно же, подписывайтесь на наш канал, потому что впереди еще очень много интересного. А я прощаюсь с вами. Всем пока, до новых встреч!